Домашние животные часто помогают своим хозяевам и, говорят, даже спасают. Одну из таких историй, которая уже давно гуляет по сети, я расскажу в сегодняшнем видео. Далее со слов героя. Всю свою жизнь я не очень хорошо относился к кошкам. Толку в квартире от них никакого, а шерсти и уборки вдоволь, к тому же, кормить надо. Но моя сестра обожает кошек. На этот раз у нее был великолепный рыжий кот. Конечно, было приятно погладить его по мягкой шерстке. Боня спасла семью от отравления газом, которая взяла животное к себе на некоторое время. Ночью она почувствовала утечку газа и подняла всех на ноги своим истошным мяуканьем. Если бы не кошка, взятая на временное жительство, семья могла бы отравиться во сне. Обязательно стоит прислушаться к животным, они часто ведут себя странно, когда хотят о чем-то предупредить, и иногда это довольно серьезная угроза. И теперь, когда я прихожу к ней в гости, я обязательно беру кусочек индейки. В общем, все закончилось хорошо. Я рассказала своей сестре, как ее кошка спасла не только квартиру, но и меня. Он ее очень любит. Я не знаю, правдива ли эта история, но такие случаи действительно случаются. Так, в 2019 году в Калуге шотландская кошка по кличке. И только собрав последние силы, он доковылял до комнаты, чтобы попытаться спасти меня в последний раз. Откуда-то включилась вторая скорость. Я вытащил кошку на балкон и открыл створку. За окном было минус 18. Через несколько минут он почувствовал себя лучше. Я потащил его в ванную, смочил ему голову прохладной водой и уложил на диван. После этого трясущимися руками я набрал телефон ветеринарной клиники. Если бы не этот рыжий кот, к утру в квартире лежали бы 2 трупа. Да и сама квартира, скорее всего, взорвалась бы к утру. Моя подпитываемая адреналином болезнь куда-то отступила, и мысли в моей голове исправно работали. Кот почему-то замолчал, и я обернулся, чтобы посмотреть, куда он делся. Оказалось, что он лежал, уткнувшись мордой в лапы, и не двигался. Я с ужасом поняла, что мой спаситель отравился, сидя на кухне за закрытой дверью. Я закрыл кухонную дверь и снова лег спать. Но на этом все не закончилось. Я услышал скрежет. Вредина открыла дверь и вошла в комнату. На этот раз его крики прозвучали более хрипло. Увидев, что я встал, кот поплелся на кухню, не переставая тихонько подвывать. Я открыл дверь, мне в лицо ударил резкий запах газа. Я подбежал к плите и увидел, что одна из конфорок закрыта не полностью. Видимо, привыкнув к электричеству в своей квартире, я по неосторожности не перекрыл здесь газ. Я смотрю, целёхонек, слава богу, устройство подачи пусто. Он насыпал еду. Я потащился в постель. Только начал засыпать, снова вой с кухни. Шатаясь из стороны в сторону, он прошел на кухню. Еда в миске была нетронутой. Кот продолжал вопить. Не выдержав, я начал кричать и топать ногами на вредное животное. Он спрятался под стол и замолчал. У меня болела голова, нос был полностью забит. Хорошо, что сегодня был выходной, и мне не нужно было идти на работу. Я с трудом доползла до аптеки, потом взяла все и рухнула на диван. На этот раз кот зашел в комнату и сел рядом со мной. Он позволял себя гладить и даже мурлыкал. Так прошел весь день. Перед тем, как лечь спать, я выпил горячего чая и лег спать. Посреди ночи внезапно закричала кошка. Я, не понимая дороги, бросилась на кухню, испугавшись, что на кошку что-то упало. Решив, что я могу потерпеть пару недель ради обучения своей сестры, я согласилась. Дни шли за днями. Я кормил, убирал, снова кормил. И он отмечал каждый прожитый день в своем календаре. Кошка обычно перемещалась из кухни в прихожую и туалет. Он не пришел ко мне, а спал на коврике у двери. И, наконец, мой срок пошел на 2-ю неделю. Сегодня утром я едва встал с постели и понял, что болен. Но я и представить себе не могла уборку для такого лохматого мужчины. И вот недавно мне звонит моя сестра и говорит, что ее отправляют на стажировку на 2 недели в другой город. Затем он просит остаться с ней, чтобы присмотреть за ее рыжеволосым зверьком. Я пытаюсь выкрутиться из этого, я предложил ей поселить кошку в отеле. Сестра в слезах, говорит, что у кошки там будет стресс, она заболеет. Тебе его не жалко?